Привет всем! Вчера в Певексе купили этих лобстеров 35 евро килограмм. Вот 3 штуки получились где-то 1,5 килограмма. За многие годы моей жизни мне так надоели на день рождения или на праздники эти всякие салаты оливье, селедка под шубой, фаршированные яйца, ну и дальше все по списку, вы в курсе. Напомню, что вчера у меня был день рождения, я показал вам шорт, что мы накупили, ну а это Юра, мой сын, он любитель приготовления всяких таких вот лобстеров. Я, если честно, никогда его не приготавливаю, поэтому давайте посмотрим все вместе. Кстати, лажа получилась со звуком. Вот так вот, чтобы вы понимали, как съемку делать. Вроде все подготовил, вроде все включил, все нормально. Взял нагрудный микрофон, отключился. Я уже после съемки понял, а процесс был окончен. Так что придется озвучивать так. Короче, нашел он там какие-то там какашки, которые надо вымыть. Скажу я вам, если честно, я бы лучше его съел вареного. Вот их было 3 штуки. Он говорит, ну как сделаем? Я говорю, делай как хочешь. Я тебе доверяю. В общем, смотрите, что он сделал. Но я бы, в конце концов, предпочитал его вареным просто. Юра его сделает с пастой. Но почему мне нравится более его вареным? Во-первых, ты сидишь, играешься с ним, разделываешь там, не торопясь, спокойненько вот эти все клешни разрезаешь, ковыряешься, там мясо выковыриваешь. И ты чувствуешь натуральный вкус этого мяса. Когда ты смешиваешь уже это с пастой, он немного теряется, весь смак этого лобстера. Ну, в чем преимущество делать его с пастой? Получится полноценное блюдо, и можно наесться им. А просто поклевать одного лобстера, ну, наверное, не сильно наешься. Мы еще купили одну рыбешку. Блин, что-то вот так вот с дуру, с голоду, знаете, попадаешь уже в магазин, думаешь, чтобы 10 раз не бегать, пусть лежит в холодильнике. Но это уже будет, наверное, на следующий день рыба. Ладно, дальше давайте посмотрим под музычку. Ну, в общем, ничего мудрого. Приготовили мы 2 штук этих лобстеров, одного оставили на завтра. Вроде бы достаточно на троих будет, просто пастой сварили и смешали. Кошка обожает, когда все дома, когда мы тут вошкаемся, когда мы уходим с утра. Она прям даже кусается за ноги, начинает ходить, нервничать. Сегодня у нее праздник тоже.
Стояло на столе масло, покажу вам. Вот мы берем домашнее. Видите, какого оно цвета? Действительно, у него и вкус, и запах, и совсем другое. Ну и напомню, что не могу нарадоваться этим кондиционерам, которые купили. Не всегда его включаем, но если уж сильная жара, особенно, поверьте, когда ты что-то готовишь, там включен газ, то вообще невыносимо. Кондиционер все-таки спасает. Я доволен, доволен, доволен. Ну и также мы купили устрицы. Я тоже никогда их не открывал. Валя их открывает. Кстати, Валя траванулась ими. Точнее, не траванулась. Она пришла с работы голодная и просто села, знаете, как салат поела. Кто-нибудь есть такое? Валя где-то на катеринге работала. Это типа такой выездной ресторан. Она их там много, говорит, чистила. Немного Франции запахло. Устрицы французские, напомню. Лимончик. Просто неописуемый вкус. Море, понимаете, в чем кайф? Просто вот море. Что думаете, это дорого стоит? Прям мы с Валей купили 6 евро коробка, там килограмм. Одна, получается, 1-2 евро. Ну и немножко винца. Я же не пью, вы же знаете. Но день рождения, это святое. Ваше здоровье. Всем спасибо, что меня поддерживаете. Устрицы вкуснее. Вино. 6 евро коробка. Французские устрицы. В Певексе мы купили. Надо уметь жить в Италии, понимаете? Век живи, век учись. Дальше была развлекательная программа. Ну где ж так в ресторане повеселишься? Все-таки дома всегда лучше. Ну что, сделано фотку-то? Я не могу. С днем рождения, Андрюха. Только ты мог придумать. Ну, а это мой подарок. Шкары шекерсы. У меня одни есть, но это пожестче, другого типа. Утро, кофе. Итак, следующий день после дня рождения иду я ремонтировать машину. Кстати, еще один вариант. Немного охлаждает мозг. Всем привет! Сегодня у меня ремонт машины. Опять на стоянке. У меня тормозные колодки, блин. Что-то так железо об железо прям трется. Надо посмотреть, что там. Так, колодки я купил. 40 евро заплатил. Начнем с самого писклявого колеса. Блин, какой у меня тут срач. Ну, а машина-то у меня рабочая. Где у нас домкрат, насос, полуживой ремень от генератора. Думаю, выкинуть я успею, а вдруг порвется, на этом еще ехать можно. Так, ставим это сюда. Так, объясню, зачем вам смотреть это видео. Потому что много женщин смотрят. Вы-то на педаль давите, ездите, а вы там знаете, как оно работает. Просто для общего развития. Я так учусь. Почему я говорю универсал? Потому что мне все интересно. Тем более вам же ничего не надо делать. Просто смотрите, один раз запоминаете. И когда в следующий раз будете давить на педаль, вы будете понимать, что происходит в вашей машине. Ну, разве это не интересно? Ну и также и мужикам. Не все ремонтируют, все привыкли на автосервис. А вдруг у вас в какой-то момент не будет денег? Оно все несложно. Просто надо иметь пару правильных ключей, домкрат и вперед.
да даже тем же домкратом. Вы ездите, а вдруг у вас никогда колесо не пробивало, вам надо его поменять где-то на дороге, а вы ни разу не делали, тоже поможет, поэтому смотрим. Так, ставим домкрат. Ну, покажу уже сразу вот такую мелочь. Видите, он должен зайти вот здесь вот в такой паз. Не просто это самое, надеюсь, понятно, я сам отсюда не очень вижу, что я там показываю. Держим в том пазу и поднимаем. У меня машина немного в эту сторону наклонена. Кто-то там что-то подставляет под низ. Я считаю, что это не обязательно. Так, это пока мне не надо. Пока она... Что у меня? На передаче машина должна быть. Откручиваем болты. Можно было чуть развернуть. Я не помню, куда мне надо развернуть. То ли туда, то ли сюда. Ладно. Ничего не разворачиваю. Опа. Так, чуть-чуть, чтобы она... Дальше поднимаем. Блин, я так без пенька не привык. С пеньком удобнее было. Пенек либо раньше валялся в багажнике все время. Ну, я думаю, ничего не станет. Я, в крайнем случае, колесо под низ подлаживаю. Ну, хоть какая-то перестраховка. Вдруг домкрат сломается. Вроде. Так. Оно вначале, знаете, всегда страшновато, но потом привыкаешь. Кстати, здесь я на этом колесе поменял штрус, на том купил, но не поменял. У меня не было для этой гайки, не смог я открутить. И теперь у меня слышен небольшой стук. Это тоже надо было бы заняться этим. Я так устал от этого ремонта. Кто мне подскажет, что этот люфт значит, почему она так ходит и где у меня беда? Думаю, какой-то механик меня да и смотрит. Советуйте, что это такое? Что, поменять этот штрус может? Ну, зато я экономлю на этом. Колодки я купил за 40 евро. Ну, не знаю, чтобы установить, наверное, тоже полтинник возьмут. Поэтому что-то экономишь, когда делаешь сам. Главное, чтобы мне сейчас подошел ключ. Так, ну сейчас колесо сниму, потом объясню. Так. Окей. Ну и можно подложить это под низ. Под низ куда? Под низ сюда. Там не подложишь особо. Неоткуда заехать этим. Хотя можно отыграть это. Чуть повыше будет. Как-то так вот, знаете. Вдруг типа упадет. Ну, оно хотя бы упадет на это. Ну да. Это так. Дальше. Сейчас объясню, в чем здесь основная проблема была. Самая большая проблема вот в этом ключе, чтобы открутить. Я уже несколько комплектов купил. Ну что здесь, понимаете, что они козлы делают? Здесь нужен ключ на 7. В комплекте они продают 6, 8, семерки нету. Вот только такого типа я нашел комплект, где есть ключ на 7. Или он просто подходит вместо того. И это была в основном самая большая проблема.
И еще одна проблема. Видите, вчера микрофон у меня выключился, сегодня проверил микрофон, все хорошо. Но последний раз, когда я был на море, включил ускоренную съемку и, блин, не перевел в камеру в нормальный режим. Хотел немного поподробнее с объяснениями, но ладно, так будет быстрее. Показываю, почему такой ужасный шум был. Уже терло железо об железо. Ну, еще получалось с тем ключом. Долгое время у меня была проблема, то ключ я не могу найти. Второй, тем более у меня не было запасного. Вот если есть ключ, там 2 болта откручивается, раздвигается этот суппорт, и никаких особых проблем нету. А я, видимо, в понедельник должен ехать еще на одну работу. Возможно, буду спать там. Опять же, покажу новый городок, чего я там буду делать. То есть, опять же, не теряйте мой канал. Для этого вы и подписываетесь. Кстати, скоро буду менять еще средний глушитель. Все, успел я до жары, блин, я 2 месяца собирался эти колодки сделать. Я заслужил в холодке кусочек классного арбуза. Мы их покупаем, они быстро портятся, поэтому их надо быстро есть. Кстати, я не говорил вам, мы с Валей когда-то в Украине арбузами торговали. Нам привозили из Херсона, она в одну точку, я в другую. Даже так. Вся хата у нас была завалена арбузами. Жили между арбузов. Все. Всем пока. Кто забыл поставить лайк, у вас еще есть 10 секунд. Кто не подписался, ну, подумайте, надо вам оно или не надо. Я думаю, что надо. Что я не знаю, что будет в следующем ролике. Именно, может быть, я расскажу или покажу именно вашу проблему, которая вас будет интересовать. Всем пока!